Салют, people! С вами Human, и сегодня нам с вами нужно глянуть, что происходит на рынке с полупроводниками, видеокартами и электроникой в целом. Ну, сосредоточимся непосредственно на полупроводниках. И речь, конечно, идет о кризисе и дефиците. Ну а потом пару слов о запретах для РФ в лице крипты, а именно пулов. Поехали! Ну, похоже, что то, что сказал ранее Микрон и ряд других компаний, было не то чтобы враньем, а преуменьшением. Сейчас чипмейкеры говорят, что непосредственных рисков для них нет, а аргументируют это тем, что есть достаточное количество и накопления запасов сырья, и плюс диверсификации стратегии закупок. Но при этом уже, хотя официально может быть и куда ранее, начался поиск альтернативных поставщиков. И после начала всей этой содомии между славянскими странами, ряд других держав рассмотрели вопрос о новых санкциях по отношению к России. Я вам уже часть их озвучил в данном видео, можете ознакомиться, ну, чтобы мы не повторялись и не возвращались к этому снова. И вот, поскольку ряд местных заводов закрыли еще в четверг, то некоторые представители технологической и автомобильной промышленности реально обеспокоились потенциальным влиянием на глобальную цепочку поставок. Подчеркиваю, на глобальную цепочку поставок, это важно, запоминайте. Так вот, по словам тех же аналитиков с проекта TechZ, что Россия, что Украина поставляют значительное и значимое количество материалов, которые, естественно, необходимы для изготовления чипов, ну, практически на любом технологическом узле. Та же Украина поставляет более 90% неона полупроводникового качества, и все это используется в США. Та же Россия поставляет 35% палладия, тоже все поставляется в США. Само собой, что у производителей есть запасы материалов и газов, и могут, естественно, получать такое сырье от других стран. Но на как долго их хватит, и как это повлияет на цены для всех, вообще для всех, для всего мира. И тем не менее, некоторые производители чипов пытаются преуменьшить проблему на поприще чипов. По тем же данным СИА, это Ассоциация полупроводниковой промышленности, на долю России приходится 0,1% мировых закупок чипов. А вся эта ситуация между странами не представляет перед собой каких-либо рисков. Опять же, это они опираются на то, что есть и другие поставщики. Та же компания в лице ASML, которая производит оборудование для литографии EUV, с которым ранее я вам говорил неоднократно, есть проблемы, были. Но, во всяком случае, может быть, будут и сейчас. Но тем не менее. А также есть производитель памяти Micron. Все они исключают возможность сбоев в краткосрочной перспективе. И даже более вам скажу, к подобным заявлениям присоединилась и Intel, и Global Foundries, и SK Hynix, и United Microelectronics Corporation, и ASE Technology. И знаете что, вот я редко говорю свое мнение, потому что я хочу, чтобы вы думали своей головой. Я соблюдаю в некоторых моментах, ну, не то чтобы нейтралитет, я даю информацию, вы ее жуете, глотаете и сами решаете. Так вот, мне здесь попахивает лицемерием, и на самом деле, особенно в перспективе, мне кажется, что это может очень сильно отразиться на ценовой политике, а если на ней, то значит и на нас. И, как мы видим, глобальная поставка полупроводников достаточно сложна в реализации, да и сосредоточена всего в нескольких странах. Ну вот, например, более 90% чипов DRAM и NAND производятся в Тайване, в Японии, Китае, Сингапуре и Южной Корее. Если же говорить конкретнее, то вот компания ASML, о которой мы с вами сказали, вообще является единственным производителем передовых машин для литографии EUV, а Tokyo Electron — это единственная компания, которая производит устройства для нанесения покрытия фоторезистором EUV и системы проявления. В то же время производители в лице Intel, TSMC и Samsung пытаются изо всех сил локализовать свое производство в регионах. Ну, то есть уже строят свои заводы, опираться будут только на свои заводы и так далее, чтобы не быть зависимым в таком ключе, с такой силой. Но мы помним по старой информации, что раньше, чем 2024 год, этого даже ждать не стоит. Но надо учитывать, если мы уж упомянули TSMC, любой потенциальный конфликт на том же Тайване может привести к реальной катастрофе, потому что более 60% чипов, примерно 63%, производится на Тайване. 18% тоже также есть в Южной Корее, но это намного меньше. А нынче мы с вами видим, мир очень хрупок. Особенно следует учитывать тот факт, что на днях корабли Китая вошли на территориальные воды Тайваня, а Тайвань, в свою очередь, накачан вооружением США. Плюс там также немало контингентов из Штатов. Ну, не хочу поднимать этот вопрос, потому что он является одним из болеющих, во всяком случае, пока что для меня и для моих соотечественников. Но, тем не менее, имейте в виду, что вот есть и вот такие, как бы так выразиться, несостыковочки, да, со стороны Китая и Тайваня.
Итак, говоря за майнинг и все остальное, майнинговый пул Flex Pool входит в четверку самых больших из подобных структур в мире и генерирует, примерно чуть больше, чем 5% всего эфира. Теперь же жители РФ, не смогут воспользоваться им, потому что IP-адреса заблокированы. Я думаю, вам позиция ясна, почему так сделали, потому что они против вторжения России. Они также выражают сожаление, что приходится отключать обычных пользователей, но не будем таить правду, при подключении VPN пул будет работать. По поводу выплат и их приостановки пока что информации нету. А говоря за другие пулы, пока тоже не ясно, как будут действовать они. Будут какие-то запреты делать, не будут, пока ждем. И не остался в тишине Виталик Бутерин. С его слов, он расстроен из-за решения Путина и не поддерживает войну. Также подметил, что эфир сам по себе нейтрален, а сам же создатель эфира надеется на мирный исход конфликта. Хотя в это уже слабо верится. Я напомню, что сам Виталик, он родом из России, который давно уже переехал в Канаду и является для многих ребят примером, потому что смог с обычного человека перерасти в одного из самых богатейших людей мира. Поэтому неудивительно, что к нему многие прислушиваются. Друзья, на сегодня у меня для вас все, но прежде хочу сказать, держите голову холодной и эмоции в узде. Держитесь. А с вами, как всегда, был Human из Киева и, как всегда, кайфовой вам игры.